Здравствуйте, добро пожаловать на канал Нагалина Jewelry. Меня зовут Елена, и я занимаюсь созданием украшений ручной работы. Сегодня у меня такое видео сборная солянка. Хочу показать вам свои недавние работы, последние, завершенные наконец-то. Вот, хочу и, наверное, покажу еще натуральные камни мне пришли. Вот. Это из разряда хочется похвастаться. Короче, видео такое, хочу похвастаться. Вот. Ну, в общем, начну я с вот этого колье. Смотрите, колье это колье и серьги. Колье, видите, вот у него кулон вышитый. Это, в общем, кулон вышитый. Кулон это у меня тут был... Всегда у меня история. Короче, был у меня вот этот искусственный малахит. Это был, знаете, кулон, сережки такие вот в мельхиоре и браслет. Вот такие вот, тоже вот как вот такие штучки, ну вот браслетом были собраны вот так вот рядышком. Вот, было это все в мельхиоре, и было это немножечко так, ну, я не знаю, короче, мне казалось, что это выглядело старомодно. Вот, браслет я не носила, кулон я не носила, сережки я носила иногда. Но так как это был мельхиор, он потемнел. Я его пыталась почистить, но, к сожалению, у меня на него стали реагировать уши. Уши у меня какие-то чувствительные, невероятно. В общем, что случилось? Этот комплект потемнел, выглядел он, ну, и при рождении не очень, а уж со старостью так совсем. Вот, и стиль был не совсем мой, но вот этот зеленый красивый. У меня нет натурального малахита, вот, но даже вот этот искусственный, мне казалось, что он вполне себе неплох. Ну, правда, красивый зеленый, мне нравится, как бы смотрится хорошо, мне казалось. Вот, в общем, я его разобрала, и хотела я что-то с него сделать, в общем, в итоге. Вот, и купила я, лежали у меня еще вот эти вот срезы агата. Я их набрала, что-то там было, там, ну, в общем, много их было в лоте этих срезов агаты. В общем, лежали, они, видите, такие толстенькие, вот они как бы, ну, не тоненькие вообще, нифига ни разу. Вот эти срезы агата, в общем, лежали тоже что-то, и у меня был приступ кощейства. Я сидела, перебирала свои эти сокровища всякие, ну, сидела, ковырялась, правда, вот просто ковырялась. А ты думаешь, боже ж, ну надо что-то сделать вот с этими вот малахитом, ну, в кавычках, да, вот, думаю, то ли как-то отковырять, куда-то их это, в общем, сидела, думала, вот, и потом что-то думаю, с этим агатом тоже надо что-то сделать, то вроде как купила, его много, лежит, ну, в общем, как-то так. В общем, что-то стала я как-то вместе это складывать, и вот так вот думаю, боже ж, как хорошо оно смотрится. А агат, видите, он так вот немножко зеленцой, вот этот товарищ. Вроде белый-белый, но вот эта вот серединочка-то, она зелененькая такая. Ну и все. В общем, я ее положила вместе, потом что-то еще дня два походила, и, короче, вот так вот придумала сделать колье и сережки. Вот. Кстати, у Татьяны Дубинской она говорила, что она часто делает... в общем, начинает она не с колье, там с браслета или ну, откуда получится. У меня вот, например, чаще всего сережки первые вот рождаются. Почему? Потому что серьги я ношу больше всего. Вот. Потому что колье когда как, ну, вообще что-то на шее не всегда. Вот, потому что иногда, ну, просто как-то вот вырез как-то вроде, ну, в общем, вы поняли, что-то с одеждой там не то. Плюс у меня двое маленьких детей, как бы вот, сколько, 4 года и младенчик. Младенчик все хватает, все тянет в рот. И с сережками-то приходится постоянно бороться, потому что она хочет все это в рот себе засунуть, да. Ну, в общем, вырвать серьги она хочет. Про колеи я вообще молчу. То есть она просто это хочет пожевать. Но как бы так это вот такое вот дело, ну, это просто ж опасно. Если она такое зажует, а если вдруг оно лопнет, это же она бисера наестся. Ну, короче, вот, я думаю, понятно. Вот. Ну и в принципе, я не знаю, то есть вот для себя лично у меня вот серьги я ношу практически всегда. Ну, может, только в спортзал не ношу и в бассейн. А так всегда вот сережки ношу, да и в спортзал тоже иногда. Вот. А вот колье, говорю, не всегда. Браслет вообще не всегда, потому что у меня еще есть этот дом и сад, огород.
Вот, и очень активная собака, поэтому браслет это просто вот аксессуар, который хочет, чтобы его порвали для меня или сломали. У меня даже браслет был, знаете, вот такие вот каф с камушками, вот здесь камень, вот здесь камень. Так вот, у меня один камень, он раскололся, потому что, ну, в общем, активный образ жизни, и, короче, вещи портятся, вот. Ну, в общем, вот так. Короче, поэтому, да, сделала я сначала серьги. В общем, ну, то есть как, я сначала собрала вот этот вот, так положила, что, ну, будет у меня вот этот вот кулон, но так как серьги я ношу больше всего, чаще всего, я решила плясать от сережек, потому что, так как серьги это будет основной аксессуар, который, ну, если я это буду носить, то есть, скажем, все украшения я делаю как бы для себя, вот, если только сразу не на заказ, да, там если купят, ну, купят, хорошо, не купят, сама буду носить, ну вот, в общем, сделала я сережки, вот, и потом вот этот кулон. Ну так вот, еще знаете, что мне все это навеяло? Видите, вот этот агат, он не совсем белоснежный, то есть он не тонированный, он как был, так и был, да. Вот этот бисер, он, видите, он не серебряный, а такой, как сероватый, ганметал, да. Вот эти бусины тоже, тут вот есть прозрачные, а есть вот эти вот такие сероватые. В общем, черненое серебро. У меня настроение было такой ассоциации с лесом. Причем лесом не тропическим, а лес такой вот северный. Вот. Северный лес, такой вот прохладный. Когда вот утром вот там, вот, если ночуешь в лесу, да, вот выходишь, и вот этот вот холодный, вот такой вот воздух, прям вот влажный, холодный воздух, вот это вот темная листва, когда вот солнца, ну, не очень много, да, и вот эта темная листва, и ручьи. Эти прозрачные бусины у меня вот ассоциируются с ручьями. И причем ручьи же, они какие вот эти лесные, они же каменистые, и то есть когда на них смотришь, они не выглядят белыми, прозрачными или голубыми, да, они выглядят такими вот серыми, потому что видно вот эти камни, они просвечивают, камни темные, и вот, в общем, у меня вот это вот все ассоциировалось, знаете, с такими вот с лесом, северный лес, короче, хвоя и вот, ну или листья, просто листья, папоротники, мхи, и вот эти вот прозрачные ручьи, когда видно дно, видно вот эту гальку на дне. Короче, поэтому, в общем, я подобрала сюда такие вот сероватые бусины, черненое серебро, поэтому, собственно, и листики здесь, вот так вот. То есть вот такой вот у меня был. Еще знаете, кто большой фанат «Властелина колец»? Вот. Помните лес, по которому хоббит ходили? Тоже там же было не солнечно, было так вот темновастый, вот это вот листва, мхи. Вот у нас, кстати, я живу на северо-западе США, в штате Орегон, и у нас вот леса, которые ближе к побережью, вот они такие же, там влажно, прохладно, и так вот они такие немножко темноватые, то есть много мха, много вот этой вот, как же называть-то? Ну, ползучие вот эти вот растения, которые оплетают деревья. То есть вот такое ощущение, что сейчас выйдет Гэндальф. Вот прям, вот правда. То есть вот думаешь, вот сейчас хоббиты пойдут и Гэндальф. Прям вот оно. Вот. И у меня прям вот с этим как-то ассоциация была. В общем, сделала я вот такой вот колье. Это чокер. Как я уже сказала, это искусственный малахит. Это вот агат. Это стекло. И это тоже стекло. Бусины классные, кстати, вот эти. Они такие вот, как кракли стеклянные. Вот. В общем, вот такой вот комплект. Еще я сделала, я так долго говорю, капец. В общем, еще я, смотрите, сделала такие вот сережки-гвоздики, малышки совсем плетеные. У меня был мастер-класс по ним совсем-совсем недавно. Если вдруг вы его пропустили, то вот, пожалуйста, можете посмотреть. Вот такие вот гвоздики, они чем хороши-то? Их, в принципе, ну, вот хорошо комплектом делать к чему-то. Еще такие гвоздики очень хороши, как основа. То есть, вот представьте, вот такие вот гвоздики, а к ним вот что-то приделываем. То есть, вот такие вот custom-made, короче. Да? Как швензы, ну вот какие вам надо, в общем, можно сделать. Вот. Теперь еще
я тут решила в очередной раз поиграть с эпоксидкой, развлекаться. Вот. Ну, короче, засматривалась я на изумруды. Ну, в общем, нравятся мне зеленые камни. Что-то я вот изумруд. И тут я шарилась на eBay. Что-то там я искала. И увидела я крошку изумрудную. И думаю, ничего ж себе, это же изумруд, ну что крошка. В общем, купила я, смотрите. Это изумрудная крошка. Да? Вот, ну, не обработанный, просто вот как был, его покололи, да, и вот как бы что не пошло в украшение, вот его просто вот так вот продают там по весу, да. В общем, купила я эту крошку, такой пакетичек. Вот, что-то грамм 50, что ли, тут или 40 было. В общем, да. И думаю, куда ж мне ее применить, куда ж. И решила я, что самое дело ее использовать в эпоксидку. Вот. В общем, сделала я кольцо. Взяла просто основу. Налила туда эпоксидку, которая в лампу нужно. Вот. Положила эти камушки. Вот это вот то, что золотое, это стекло просто. Да. И все. И раз в лампу. И получилось кольцо. Это смотрю, мне так понравилось. Вот знаете, кстати, вот смотрите. Просто для интереса. Вот. Смотрите, вот он. Вот они просто вот эти вот изумруды, типа, да? А вот сделаешь их кольцо, и сразу как-то благороднее смотрится, да? Ну, как бы это только у меня такое вот ощущение, что как-то оно смотрится как-то вот благороднее, да? Короче, потом думаю, а что я кольцо? В общем, мне понравилось. Оно такое хорошенькое, шершавенькое. Знаете, вот похоже на эту, на друзу какую-то вот такую. В общем, думаю, гуд. Будут у меня изумруды, думаю, что серьги надо сделать, я же сережки в основном ношу. В общем, сделала я вот такие все пусеты тоже с изумрудами. Вот. Потом думаю, ну как бы до кучи можно и брошечку-то сделать. Короче, сделала я брошку тоже. В общем, вот. Взяла так раз вот эти вот основы для брошки, да. Вот. Кстати, брошка прикольная. Ее можно использовать вместо как это верхней пуговицы. Так интересненько. Вот. В общем, вот так вот я раз сделала. Вот. Да. И что-то я так разошлась, думаю, мне так понравилось. Я, в принципе, люблю маленькие украшения-то тоже. Как я уже говорю, у меня стиль жизни так активненький. Вот. И вот сейчас вообще, что ребенок у меня... Она прям у нее миссия вырвать серьги из моих ушей. Вот. Поэтому серьги-гвоздики это вот прям вещь для меня. Поэтому я заказала я еще там парочку, знаете, таких миксов тоже, вот такой вот крошки, ну миксы. Вот. Сделаю себе еще, наверное, эти сережечки, может, колечко еще сделаю. Вот. В общем, да. В общем, что хотела сказать. Если вам кому-то интересно, вот как я это сделала, напишите, пожалуйста, дайте знать. Я сделаю тогда небольшой мастер-класс. Вот. Ну, если вдруг кому-то интересно. Вот. И еще хотела, знаете, сейчас... Так, еще, знаете, хотела сказать про вот эти вот основы для для колец. Вот такие вот. Вот. В общем, у кого худые пальцы, я, наверное, так, знаете, я, наверное, оставлю ссылку на некоторые вот товары, что найду, вот, то я оставлю ссылку и на вот эти вот основы. Почему? Ребята, у кого пальцы не толстые, вот у меня, ну, как 16,5, 17, да, вот эти вот два. Вот. Оно хорошо сидит, оно не болтается, прям вот очень так приятненько. Оно, видите, оно безразмерное, как, ну, как можно увеличить, да, уменьшить-то сложнее, конечно, но оно, правда, хорошо сидит, это кольцо. Вот. Я прям довольна. Но здесь чуть больше, то есть тут, наверное, все-таки больше 17, а здесь 16,5. Но, короче, да, в общем, на худые пальцы классная основа. Вот. Да, довольна я. Такие вот. Вы знаете, немного делов, а мне понравилось, как вышло. Так вот. Вот такой вот дикий изумруд.
Короче, да, так и надо это назвать, дикий изумруд. Вот. Так, ну что, это все? Это все. Знаете, сейчас я тогда покажу быстро. Так, смотрите. Это я взяла аметрин. С аметрином у меня любовь. Просто аметист я, ну, как бы, ну, ничего, ну, ладно, цитрин тоже, а вот аметрин почему-то у меня прям любовь-любовь случилась. В общем, купила я вот такой вот аметрин. Он такие вот неровной формы типа рондели, да, вот такие вот. Но мне они понравились. Я вот что-то думаю, сделаю себе с них, наверное, что-то. Может, браслетик, может, какие-то бусики такие простые. Ну, из разряда, знаете, такое, что повседневное украшение, просто вот для себя, чтобы носить все время. Понравились. И вот, ну, вот смотрите, видите, какие они. Видите, такие немножко неровные. Я думаю, это будет побледнее, менее желтые, когда я сниму вот эту желтую веревочку. Но в целом вроде неплохо. Так-то. Вот такие вот бусинки. Мне вообще понравилась сама форма, кстати, вот тоже. В общем, вот такие вот мне пришли. Это с eBay, это не с этого, не с Алиэкспресса. Я могу ссылку оставить, вот, ну, если вдруг, мало ли, вот, на магазин. А вот это мне пришел зеленый аметист. Зеленый аметист я нежно люблю. У меня даже кольцо помолочное с зеленым аметистом. Вот. В общем, ну и украшения есть всякие. Вот. Ювелирные. Короче, купила я вот эти вот зеленый аметист. Он, видите, он не граненый. Это тоже вот, ну, по сути, вот такие же вот рандельки неровные. Да, вот такие вот. В общем, он такой немножко молочный. Ну, как сказать? Я бы сказала так, если вот вам нравится вот такой светло-зеленый цвет, вот такие небольшие, вот, ну, вот такой формы камни, то да, конечно, симпатично. Это было не то, чтобы дорого как-то, вот, но, наверное, только тогда. Вот если вы тоже фанат зеленого аметиста, вот, то да. А если нет, ну, как бы, наверное, можно просто пройти мимо себе спокойненько и все, не заморачиваться. Ссылку я оставлю на всякий пожарный, мало ли, вот, может, вам понравились такие камни. Вот. Так, еще, знаете, что было интересно? Мне продавец прислал вот с каждой вот этой позиции, смотрите, прислал мне подарочек. Это вот стеклянные, такой браслетики, стеклянные бусинки. Вообще я сейчас же подарки вообще редко-редко с чем вкладывают, а тут я прям обалдела. Надо, даже подарок положил. Ну, в общем, приятно, конечно, чушь. Вот. Далее. Еще. Сейчас тоже из разряда похвастаться. Короче. Мне искала я друзу. Искала. Долго-долго. Найти не могла. А тут, представляете, мне раз и выпрыгнула в рекомендациях. И купила я вот такую друзу. Представляете, вот видите, какая она? То есть она как была, да, ее взяли раз и распилили. Вот такие вот чудесные совершенно агатики. Смотрите, какая прелесть. Ну, это, конечно, тоже все на любителя, но мне так они нравятся вообще. Посмотрите, какая прелесть. Вот они вот беленькие, такие хорошенькие. Смотрите. Прям вот, ну, прелесть, а? Прям посмотрите, какой. Вообще. Так они мне нравятся. Они небольшенькие совсем. Видите? Ну, такие вот. Но на одно украшение хватит. Может, какие-нибудь даже колечки сделать. Не знаю. Ну, в общем, надо будет подумать. Единственное, что, видите, они вот такие вот. То есть, конечно, их обшивать заколупаешься. Их нужно, наверное, куда-то вот в эпоксидку как-то вклеивать, да? В общем, буду думать. Но очень уж они мне прям... Посмотрите, какая прелесть. Вообще, я так довольна. В общем, да, вот такие вот мне пришли товарищи. И еще сейчас покажу. В общем, пейзажная яшма. Тоже. Это Etsy, кстати, вот было. В общем, ходила по Etsy, искала яшму. И нашла вот этот лот. И все. Да посмотрите, какая она. Посмотрите. Ну, это вообще, это такое ощущение, что ее, ну, как бы разрисовывали.
Ну, это ж правда, какая красота. Короче, я прям пропала. В общем, взяла я вот такую вот яшму. Я как-то вот вообще к ней равнодушна-то была. Но, видимо, я просто не видела красивой. А тут я вот увидела вот эту всю красоту. И я прям... Они еще, знаете, такие хорошенькие, тоненькие кабошончики. Ровненькие, гладенькие. Ну, прям классные. Не то, чтобы он дешевый был, этот лот. Как бы, но какой красивый. Я прям в восторге. Не, ну правда же, да? Ну, кто яшму любит, кто с ней работал, напишите мне. Как бы я хороший лот взяла, или это мне просто кажется. Мне кажется, красивый. Вообще, я так довольна. Так, и еще, смотрите. После этого, где-то через день, мне тоже на eBay уже мне выпрыгнул лот, тоже яшма, тоже пейзажная. Вот, но немножко другая. Смотрите. Сейчас выложу. Это прям такой здоровенный лот был. Он был недорогой, здоровенный. Сейчас увидите сами масштабы. Ой, Лена. Ой, Лена шопилась, короче. Так, в общем, посмотрите на это. Вот тоже чудеса, короче. Так, это вот тот, который был с Etsy, подороже лот. Видите, вот этот. А этот подешевле был с этого. Потому что он тоже красивый. То есть здесь больше вот такого просто вот как песчаного, как бы, да? Но она же тоже какая красивая эта яшма, да? Но тут, конечно, что? Здесь вот эти все кабошончики, они одинаковой толщины. Вот эти вот. И они вот прям, ну, видите, да, вот такие прям гладенькие, хорошенькие. То есть у них полировка, вот обработка лучше. У вот этих вот товарищей, у них они разной толщины. Тут то потолще, вот, то потоньше. Ну, я думаю, видно, да? Вот. И есть такие, ну вот, например, вот этот товарищ, он вообще такой немножко погрызенный. Вот. Да. Но в целом я вот считаю, что за его цену он был очень даже хороший, этот лот. В общем, да, я прям так очень удачно купила камушки себе и на eBay, и на Etsy. Прям очень довольна. Ну, вообще напишите мне, кто вот с друзой работал или с этим, с пейзажной яшмой, что вы думаете. Мне вот кажется, конечно, что так вот их положить, и то красивые это, но вот эти прям вот они, ну, такие вот очень, очень уж классно обработанные кабошончики. Вот. В общем, да. Ну что, вот такое было у меня видео. Большое спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующем видео. До свидания.